Даша, вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой берет. Вяжется буквально за несколько часов. И он несложным узором вяжется, в принципе, на 2 спицах. Вот здесь такой шов. И как сидит. В принципе, я уже много беретов вязала на своем канале. Мне кажется, что это один из моих любимых будет. Не только из-за такого красивого брусничного цвета, но и просто сама посадка мне понравилась. Смотрите. Оп, одеваем. И он очень удачно садится сразу. Объем головы у меня где-то 56. И вот смотрите, как он смотрится сбоку. Вот такая макушечка там сзади. И вот так. В общем, мне понравилось. Я на себя посмотрела, сразу оценила и подумала, что да, эта вещь получилась. Вещь хорошая, надежная. И будет, надеюсь, одна из моих любимых. Еще я вам разочек покажу с этой стороны, как смотрится. С этой стороны узорчик очень простой. Ну что ж, всем, кому понравилась такая модельчика. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Давайте с вами приступим к вязанию. Уходит моточек, у меня ушел 100 грамм, и чуть-чуть, прям вот чуть-чуть моточек ушел от другого моточка, чуть-чуть, прям совсем немножко. То есть все равно покупать, в принципе, 2 мотка. Но из второго я подумала, что можно связать какой-нибудь шарфик или снуд. Вполне все уложится. Вот так беретик смотрится не на голове, а просто как изделие. Показываю вам, приближаю узорчик. Здесь у нас шовчик. Такая макушечка, но она впала сейчас, потому что тонкая все-таки это все дело. И вот такой узорчик, смотрите, девочки. Значит, у нас здесь идет вот такой шишечками. Шишечки, но это не шишечки, это вытянутые петельки такие красивые. Резиночка особая, которая не вытягивается у основания нашего беретика по низу. А дальше идут такие вот полосочки, видите? Вот. То есть шахматное наше с вами расположение узоров переходит в удлиненные дорожки. И рельеф действительно очень интересный. Замысловато вяжутся вот эти вытянутые петельки. Я вам расскажу, покажу. Они на самом деле очень просто вяжутся. Вот такая красота получается. Так, и вот так макушечка у нас сформировалась. Смотрится хорошо тоже. Так, и сейчас я хотела вам еще пряжу показать. Пряжа у нас будет использоваться вот такая зимняя премьера от фабрики Пехорка. У нас получается брусничный цвет 21. Ну, это ООО написано. 100 грамм 150 метров, 50% мериносовая шерсть. Очень мягкая и 50% акрил высокообъемный. Ниточка реально шикарная, девочки. Вязать очень удобно. Она даже мягче турецкой, вот этой, которую я все время предлагала. Ализе миди я предлагала вязать. Это даже более мне понравилось, честно скажу. И называется она «Зимняя премьера». Какая тут еще зимняя серия. Вот. Шикарная пряжа. Мы вязали, я использовала, значит, спицы номер 4 для вязания беретиком. И мне все, в принципе, устроило. Я не стала брать 5. Я считаю, что на
чем меньше расстояние между петлями, тем теплее изделие. Я думаю, что не я одна так считаю. По расходу пряжи, представляете, девочки, мне почти хватило одного моточка, но чуть-чуть на макушечку пришлось еще добавить второго моточка. Поэтому по-любому придется покупать 2 моточка. Но из второго моточка можно связать либо шарфик, либо снудик. Вполне хватит. Вот. Ну и все. Давайте приступим к вязанию. Для вязания беретика я набрала 79 петель на спице 4. И сейчас распределяю резиночку. Резиночка у нас будет необычная. 79 петель набрали. И смотрите, как вяжем, девочки, резиночку. Изнаночная первая. Потом идет лицевую, не провязывая, нить за работой. Видите, вот так. Опять изнаночная. Лицевую снимаем, не провязывая, нить за работой. Изнаночная. Лицевую снимаем, нить за работой. Изнаночная. Лицевую снимаем, нить за работой. Вяжите это так, как вам удобно. Я вяжу бабушкины петельки, поэтому я вот так вот вяжу за заднюю стеночку, да, лицевую. Вы же вяжите так, как привыкли. Опять показываю изнаночная. Лицевую снимаем, нить за работой, не провязываем. Изнаночная, лицевую снимаем, нить за работой, не провязываем. Вяжем так до конца ряда. Завершаем этот ряд одной изнаночной. И кромочной тоже вяжем изнаночной. Связали. Второй ряд вяжется, как обычно, резинка 1 на 1. То есть у нас получается лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Итак, вяжем такой резиночкой, девочки, чередой 1-2 ряды на высоту 5 сантиметров. Итак, девочки, связали 5 сантиметров в высоту, ну около 5 сантиметров в высоту. У меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 вот таких больших петелек. Вот. Ну тут чуть больше 5,5. Так, и сейчас перейдем на вязание вот такого красивого узора, плотного, очень плотного. Вот так он с изнаночки выглядит, видите? Вот, и вот такой вот он рельефный. Прям очень рельефненький такой, видите? Очень необычный узор. Сейчас покажу, как его будем вязать. Это вот у меня идет он в виде, такие шишечки в виде столбика, да, вертикального. А мы будем сейчас вязать его как шишечкой отдельными. В шахматном порядке вначале мы свяжем 7 сантиметров приблизительно в высоту, а затем вот такими будем вязать вертикальными дорожками этот же узор. Следующая наша с вами задача, девочки, сделать равномерные прибавки. С 79 петель, которые мы набирали, надо довести до 100. Я посчитала, надо прибавить 21 петлю. Для этого, чтобы это было равномерно, мы 79 делим на 21, у меня получается там 3,8, грубо говоря, в каждом 4-м ряду, в каждом 4-й петле, после, значит, каждой 4-й петли делаем прибавку, да? Для этого мы вяжем еще один лицевой ряд. Я провязала, после того, как мы с вами связали резинку, мы вяжем подготовительный еще один лицевой ряд, переворачиваем, и вот в этом изнаночном ряду будем вязать все петли изнаночные и делать прибавки. Каким образом? Смотрите, мои хорошие, я сейчас сделаю первую прибавку через 3 петли, а затем буду в каждую 4-ю прибавлять, да? Ну, потому что нам надо 21, а тут получается 19 петель прибавляется. Тут немножечко, видите, 3,8 петель, то есть не было четкого числа 4, да, было с остатком. Ну, в общем, будем импровизировать. Нам надо прибавить 21 петлю. Следующим образом будем делать.
вяжем 1, 2, 3 изнаночные и делаем прибавочку из вот соседней петли я делаю. Здесь не будем делать, будет дырка большая. Лучше вот отсюда возьмем. Прибавочку вот так вытянули петельку дополнительную, да? Затем опять вяжем 1, 2, 3, 4 изнаночные и делаем опять прибавочку вот отсюда из протяжечки. Вытянем незаметную прибавочку. Так. Затем опять вяжем 4. 1, 2, 3, 4. И снова делаем прибавочку отсюда. Опять 1, 2, 3, 4 изнаночные провязали. И снова прибавочку. Дальше опять продолжаем. 1, 2, 3, 4. Опять прибавочку. И таким образом надо прибавить, девочки, 21 петлю, чтобы было 100 на спицах. С лицевой стороны это вот так смотрится. Продолжаем самостоятельно делать прибавочки. Еще раз показываю. Смотрите. 1, 2, 3, 4 изнаночные и прибавочку. Можно, конечно, вот отсюда делать прибавку, да, вот так, но будет дырочка. Имейте в виду. Не хотелось бы. Продолжаем до конца ряда, потом посчитайте. Итак, мои хорошие, я уже сделала прибавки, посчитала, у меня вот здесь сейчас 81 петля. Здесь у меня осталось, значит, вот 5 петель прибавить еще до 100. Вот, и будем сейчас делать не в каждой четвертой, а в каждую третью петлю прибавочку. Так, делаем. Так, где тут я сделала? 1, а вот у меня уже была прибавка. 1, 2, 3. И вот сейчас я сделаю прибавочку. Ну вот в эту, например, протяжку. Прибавка. 1, прибавка. Опять вяжем. 1, изнаночные. 1, 2, 3. Еще одну делаем прибавку. 2 уже сделали. Еще 3 осталось. Опять 1, 2, 3. Вот сюда сделаем. Еще 2 осталось. Опять считаем. 1, 2, 3. Вот сюда сделаем прибавку. Осталась 1. Сделаем ее крайней. 1, 2. Ну и вот сюда. Ну, не совсем равномерно, конечно, у нас получилось, но более-менее. Итак, сейчас у нас на спицах 100 петель. И мы будем распределять наш красивый узор. Итак, после того, как мы с вами прибавили, у нас стало 100 петель, мы сейчас будем вязать узор. Я буду вам показывать этот узор. Он у нас включает в себя 6 петель и 4 ряда раппорт составляет. Итак, начинаем. Значит, первая петля у нас будет изнаночная, и она никак с раппортом не связана. Кстати, заканчиваться будет наше вязаное полотно тоже изнаночной петлей. Вот видите, да? Это для того, чтобы красивый получился шов. То есть вот сзади, чтобы было вот такое вот красивое, ну, закрытие шва. Так, соединение будем детали делать красивое. Так, и далее вяжем раппорт. Значит, первый ряд у нас вяжется следующим образом. Вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 3 лицевых с накидами связали. Далее вяжем 3 изнаночные. 1, 2, 3. Вот. Это был у нас раппорт узора на 6 петлях. Далее повторяем раппорт. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. 3 изнаночные. Связали второй раппорт. Снова повторяем раппорт. Лицевая, накид, лицевая, накид,
лицевая, накид, 3 изнаночные. Девочки, у меня часто спрашивают, как вы вяжете изнаночные, как вы вяжете накиды от себя ли к себе ли. Я вам хочу сказать, без разницы, как привыкли, так и вяжете. Лицевую вяжете за переднюю стенку, за заднюю стенку. Это никак не влияет на узор. Понимаете? Если бы мне нужно было сказать, что скрещена лицевая, я вам сказала бы скрещена. А так, как вы привыкли вязать лицевую гладь, как вы привыкли вязать изнаночные петли, своим удобным способом вяжем. В том числе и накиды. За заднюю, там, за переднюю, как вы хотите. Хотите как? То есть, понимаете мою мысль, да? Лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид. 3 изнаночные. И тогда конца ряда вяжем самостоятельно. Довязали до конца ряд раппорта. Как я уже говорила, в конце ряда вяжем просто одну свободную изнаночную для шва и кромочную тоже изнаночную. Так, связали. Так, теперь переворачиваем наше вязание. Так, и вяжем второй ряд. Второй ряд будет такой у нас. Интересный, очень важный и интересный ряд. Смотрите, кромочную сняли, вяжем лицевая, это вне раппортов, вяжем раппорт узора. 3 лицевые. Распускаем накид, снимаем накид, петля длинная, вытягиваем, снимаем накид, вытягиваем петлю, снимаем накид, вытягиваем петлю. 3 петли наши, возвращаем на левую спицу. И сейчас будьте внимательны, вяжем, смотрите, из 3 петель будем делать 4, следующим образом, вытягиваем нить за 3 петлей, вытянули, раз, затем между 1 и 2, за 1 петлей вытягиваем, 2, теперь между 2 и 3 вытягиваем, 3, вытянули, 3 петли, и из всех 3 вытягиваем 4. Из 3 делаем еще одну петлю. Вот, 4 петли вытянули. Дальше вяжем 3 лицевые. То есть вы поняли, да? Вот так выглядит наш раппорт узора. И снова повторяем. Распускаем накиды, вытягиваем петли. Распускаем накиды, снимаем накиды, вытягиваем петли. Снимаем, распускаем накиды, снимаем петлю. Вытянутые петли возвращаем на левую спицу. И вытягиваем петли. Из 3 вытягиваем 4. За 3 петлей вытягиваем. Раз, вытянули. За 1 вытягиваем. 2, вытянули. За 2 вытягиваем. 3 вытянули. Вот 3 вытянули. И 4 вытягиваем. Через все 3, их 3 вместе провязываем. Вот у нас 4 вытянулся. И сбросили эти 3. Понятно, да? Далее опять идут 3 лицевые. И снова то же самое. Накид снимаем, вытягиваем петлю, накид снимаем, вытягиваем петлю, накид снимаем, вытягиваем петлю. 3 петли. Переснимаем на левую спицу и вяжем. Вытягиваем за 3 одну петлю, за 1 одну петлю, за 2 одну петлю. И из 3 вывязываем одну. Вот 4 петли. Итак, девочки, продолжаем до конца ряда. Опять 3 лицевые. И то же самое. Раз, 2, 3. Пересняли на левую спицу. Вытянули за 3, вытянули за 1, вытянули за 2. Из 3 связали одну петлю. Получилось 4. Опять 3 лицевые. Понятно? Продолжаем вязать. Связали до конца ряда, девочки. Вот у нас, как сейчас в шахматном порядке, получаются эти прекрасные, красивенькие такие шишечки. Но это даже не шишечки, я не знаю, как их назвать. Капельки. Так, и смотрите, дальше вяжем. 3 ряд, показываю узор. Но это у нас идет изнаночная. Я вам говорила для чего. Теперь вяжем 3 ряд раппорта.
Вот наши с вами 4 петли, теперь они у нас были раньше 3, теперь 4. Сейчас будем опять из 4 делать 3. Следующим образом, внимательно смотрите. Вот эту третью, она немножко выступает. Третью ниточку набрасываем на первые 2. Но не снимаем ее, так и оставляем на правой спице. И вяжем все, вот вяжем первую лицевой, сняли, вторую лицевой, сняли, третью лицевой сняли петлю. И эту петельку перебрасываем на все 3. И вот теперь ее окончательно сбрасываем. Все, у нас из 4 опять получилось 3. Понятно? Далее идут 3 изнаночные. И я показываю вам снова раппорт. То есть мы связали с вами раппорт на 6 петлях. Показываю еще раз. Смотрите. Третью ниточку накидываем на первые 2 петли, но не снимаем окончательно. Так и держим на правой спице. И продолжаем вязать. Лицевая 1, провязываем. Лицевая 2, провязываем 3, лицевая 3. И эту ниточку левой спицей накидываем на все 3 и спускаем. Вот и все. Вот весь секрет. Опять 3 изнаночные. Еще раз показываю. Третью снимаем. Вот так накидываем на первые 2, но не спускаем с правой спицы. Продолжаем держать и провязываем 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая. И левой спицей перекидываем эту петельку длинную на все 3 и скидываем. Все. И далее опять 3 изнаночные. Таким образом вяжем до конца ряда. И следующий наш ряд вяжем раппорт узора. Смотрите. Ну, первый это у нас такая лицевая. Итак, вяжем просто 3 лицевые и 3 изнаночные. Это 4-й ряд. 3 лицевые и 3 изнаночные. Снова раппорт. 3 лицевые, 3 изнаночные. И так до конца ряда вяжем 3 лицевые, 3 изнаночные. Продолжаем. Далее мы тот же самый узор будем вязать в шахматном порядке. То есть мы там, где у нас с вами были лицевые, так, эту изнаночную мы провязываем. Я говорила, это для края. И начинаем раппорт смотреть. Смотрите, там, где у нас были лицевые, мы будем вязать 3 изнаночные. 1, 2, 3. Там, где были 3 изнаночные, будем вязать нашу шишечку. Первый ряд, помните, да? Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Все, раппорт связали. 3 изнаночные и вот эти вот лицевые с накидами. Опять. Повторяем раппорт. 3 изнаночные. И опять лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Далее опять 3 изнаночные. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И вяжем, девочки, точно так же. Все остальные ряды, как я вам показывала, сейчас раппорт вяжется, только вот смена у нас как бы идет вот этих изнаночных и лицевых. Так, и смотрите, так мы свяжем с вами, получается, 2 раппорта. Каждый раппорт здесь в шахматном порядке это 8 рядов, да, то есть вот мы 2 раппорта сейчас свяжем, и дальше у нас будут некоторые изменения. Как мы с вами планировали, связали, значит, 2 раппорта в высоту по 8 рядов, то есть вот эта шахматка наша, вот она у нас получилась. Считаем. 1, 2, 3, 4 раза, то есть в шахматном порядке связали раппорты, да? Вот, и теперь далее я вязала еще 1, 2, 3 полных раппорта в высоту уже без шахматки, просто как дорожками, вот такими рельефными, видите, да?
И сейчас я нахожусь сейчас в третьем ряду четвертого нашей дорожки, четвертый раппорт после шахматки. То есть всего получается, если по 4 ряда брать раппорт, то это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 целых раппортов от начала резинки, то есть от резинки. И это 8-й раппорт, и сделаем сейчас первую убавку. Первое убавление, то есть у нас идет ряд с убавлениями. Следующее я планирую сделать такие убавки. Но первую изнаночную петлю мы оставляем без изменений. И там, где у нас идет с вами 3 изнаночные петли, 2 из них провязываем вместе. Одной изнаночной. 1, 2. Вот так. И здесь далее вяжем по узору. То есть это третий ряд раппорта. У меня здесь надо накидывать эту третью петлю. Потом провязываем 3 лицевые. И накинутую петлю возвращаем поверх этих 3 накидываем. Опять 2 вместе изнаночной. Изнаночная. И далее опять наш раппорт вяжем, накидываем 3 лицевые, накидываем, возвращаем петельку, все, перекидываем ее, снимаем. Опять 2 вместе изнаночной, изнаночная, и снова 3 сюда, 3 лицевые, перекинутую петлю сюда возвращаем, все, из 4 3. Опять 2 вместе изнаночные. В общем, девочки, вяжем так до конца ряда изнаночные, да? Самостоятельно вяжем, самостоятельно. Перекидываем. Не забываем про эту убавочку. Итак, это у нас первый убавочный ряд был. Итак, связали убавки до конца ряда. Переворачиваем. И 4-й ряд раппорта вяжем просто как обычно. У нас получится здесь уже сейчас меньше наших изнаночных между раппортами. То есть там их будет всего 2, да? То есть первая лицевая, далее вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, 2 лицевые. Итак, девочки, до конца ряда вяжем без изменений. После первой убавки и связанного изнаночного ряда мы сейчас с вами будем вязать целый раппорт без изменений. То есть никаких убавок делать не будем. То есть вяжем еще 4 ряда нашего узора. Третья наша убавочка, девочки, сейчас вот так сейчас выглядит, да, наше с вами полотно вязаное. Третья убавочка будет у нас очень такая обширная. Смотрите, по убавкам, значит, в первую убавку, когда мы с вами делали, у нас осталось 84 петли, то есть мы убавили 16 раз. Вот. Вторая убавочка, мы опять убавили 16 раз, 68 петель должно было остаться. Сейчас у нас третья убавочка, мы будем провязывать все петли по 2 лицевые, все до одной. То есть это будет вот таким образом выглядеть. Тут у меня одна изнаночная, просто все петли по 2 петли вместе, лицевой. 2 петли вместе, лицевой, как вам удобно. 2 петли вместе, лицевой. И сейчас у нас из 68 должно получиться по логике 34, правильно? Вот. Это у нас в лицевом ряду идет убавка. Затем мы сейчас провяжем после этого ряда изнаночный ряд. Все петли изнаночные провяжем и сделаем уже 4-ю окончательную убавку, после которой полотно будем стягивать в макушку, будем формировать, стараться макушку. Продолжаем до конца ряда. Итак, связали этот убавочный ряд,
переворачиваем наизнанку. Кстати, 2 вместе изнаночные я провязала, 2 последние петли. Так, сейчас считаем, сколько у меня петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, как мы и говорили. Так, и изнаночный ряд я провяжу все петельки изнаночные, и в следующем лицевом мы еще раз с вами также убавим 2 вместе лицевой. Все убавки будут 2 вместе лицевой друг за другом идти. То есть вот сейчас вяжем изнаночный ряд, все петли изнаночные у нас получается. Делаем еще одну убавку. Ряд 4 у нас с убавочками. Вяжем кромочные и вяжем 2 вместе, 1 лицевой. Сейчас должно остаться у нас с вами 17 петель. Вдвое уменьшаем. На самом деле у меня, девочки, 18 петель здесь сейчас, наверное, кромочная еще. И давайте сделаем еще с вами окончательную убавку. Давайте еще по 2 вместе изнаночные провяжем. Пряжа очень толстая. И чтобы красиво смотрелась макушечка, надо, чтобы она изящненькая. Там мало было петелечек оставалось для стягивания. Так, и у нас в итоге сейчас будет совсем мало петелечек, и мы их стянем. Так, связали до конца ряда кромочные. Так, и у меня осталось, считаем, вместе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Отлично. Это самый лучший вариант, который можно было представить. И мы сейчас это все дело будем стягивать. Можно стягивать с помощью крючка, можно стягивать иголочкой. Давайте иголочкой стянем и сразу потом шов будем делать. Итак, я отрезала ниточку приблизительно вот такую длину и большую иголочку взяла. И сейчас мы будем вот таким образом собирать на иголочку. Я знаю кучу всяких разных способов. Я даже показывала в своих мастер-классах, как утянуть макушку с помощью крючка там. Ну вот сейчас конкретно я решила вот так сделать. Так, все. Собрали на ниточку. Вот. И утянули все наши 10 петелек на изнаночную сторону. Так, макушечку собрали, да? Так. И сейчас наша задача здесь закрепить эту красивую макушечку. И дальше я покажу, как шовчик нам. Так, закрепляем макушечку. Так. Теперь нам эта иголочка не нужна. Ничего сшивать я не буду. Я буду вот таким образом сейчас с помощью крючка делать красивый шов. Стараться сделать красивый шов. За крайние петельки берем, вот, которые у нас были крайние. И сейчас будем делать практически машинный шов. Вытягиваем ниточку, вот так, вытягиваем петельку. И далее смотрите, что делаем. Так, также за крайнюю берем. Вот у нас крайняя, да? Здесь ищем крайнюю. Так, всегда их ищем. И вот так вытягиваем петлю. И вот так. Видите? То есть это получается полустолбик. Опять крайнюю. Вытягиваем вот так.
снова крайнюю, крайнюю, вытягиваем. И вот так. Снова крайнюю, крайнюю, вытягиваем. Вот так. Крайнюю, крайнюю. И крючком вот так. Сзади. Это вот у нас пока это тут соединяла я. Сзади вообще ничего не заметно. Это имитация машинного шва. Смотрите, девочки, хочу вам помедленнее показать, если кто не понял. Значит, с этой стороны берем крайнюю петлю и с этой стороны крючком, да, через них протягиваем нить и сразу же ее вот сюда вытягиваем. Видите? Снова следующую также берем. Сильно не тяните, чтобы шов был в ту самую длину попал, которую у нас изделие наше, высоту. То есть не затягивайте шов. Так, так и вот так. Видите, как легко. Снова раз, два, и вот так. Петлю старайтесь захватить целиком, чтобы она была из двух половинок. Видите, крайняя вот эта. И здесь также. Иначе будет некрасиво смотреться с лица. Так, смотрим, чтобы у нас здесь все было ровно. Чтобы сейчас мы выйдем. Да. В общем, продолжаем вот таким образом сшивать наши две половинки. Потом посмотрим, что у нас получится с лицевой стороны. Видите, здесь вообще ничего не заметно получается. Очень ровно и красиво ложится полотно. Так. Приближаемся. Снова. Так, так. Эту нашли. Так, следующую ищем. Так, так. Так. Следующую ищем. Так, так. Так. Следующую ищем. Так, так. Так. Тут все ровненько. Приходим к резиночке, уже подходим, девочки. Очень важно, чтобы у нас все здесь очень красиво и ровно совпало, да? Так, так. 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 И так, видите, две половиночки мы соединяем. Здесь, кстати, очень хорошо видно, вот уже на самом краю. Вот у нас две, так скажем, две косички наши, крайние петельки идут. И мы вот сквозь них, вот одна косичка, у другой половинки. И вот так мы протягиваем крючочек. И вот так. Еще раз. Раз. Крючок у меня, девочки, 3,5 в руках сейчас. Если кому интересно. Можно любой взять. Ну, соизмеримо, конечно, по размеру. Совсем-то уж тонкий не надо. Так, и вот здесь сейчас подходим мы к тому, что... Так, красиво надо вот здесь оформить край. То есть сюда вот в крайнюю и сюда вот в крайнюю вставляем крючочек и вытягиваем. Так. И вот эту тоже вещь надо утянуть, чтобы красиво было. Все, утянули. Замечательно. Сейчас наша задача обрезать ниточку. Кстати, ниточку я почти хорошо взяла, хватило на все. Просто вытягиваем вот так ниточку и все. Сейчас будем ее заделывать здесь. Так, ну и хотелось бы увидеть, что тут у нас по лицу получилось, да? По лицу. Вот такая вот красота получается. Смотрите, видите, да? По лицу очень ровный, малозаметный шов. Я же сказала, что это практически машинный шов.
Да? Согласитесь. У резинки вот как получилось. Тоже очень ровно и красиво. Так. Ну и смотрим нашу макушку. Макушка вот так выглядит. Тоже довольно симпатично получилось. Сейчас нам надо все это дело размягчить, отпарить красиво, чтобы полотно красиво легло. Вот. И будут у нас примерки. Ниточки заделаем, конечно.